В этом видео вы увидите 48 достопримечательностей Страсбурга, узнаете про особенности общественного транспорта и как самостоятельно добраться до отдельных знаковых мест этого города. Также я дам обзор недорогих кафе, покажу, где расположены бесплатные общественные туалеты и дам удобные маршруты с путеводителем и пошаговой инструкцией по Страсбургу. Вы узнаете много интересных фактов и увидите самые красивые места этого уникального города. Также я расскажу, как бюджетно добраться до Страсбурга из разных городов. Страсбург является столицей Эльзаса и расположен на границе Франции и Германии. Город неоднократно переходил от немцев к французам, поэтому здесь вы увидите уникальное сочетание французской и немецкой культур, которое отражается в архитектуре, эльзасской кухне и диалекте. На сегодняшний день Страсбург считается самым немецким городом Франции. Немецкое название Страсбург означает «город на пересечении дорог». Он стоит на реке Иль и на левом берегу Рейна, с которым река Иль связана с сетью каналов. Изначально этот город был основан еще римлянами. Его исторический центр внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сосредоточено большое количество музеев и различных средневековых зданий и памятников. И, конечно же, вы увидите старинные фахверковые дома с резными фасадами, придавая зданиям неповторимый шарм и очарование. В этот город можно приехать как на поезде, так и на автобусе. Дешевле будет воспользоваться автобусом. К примеру, поездка из Кальмара в Страсбург обойдется в 3,5 евро. Из Парижа также можно сюда приехать, но цена билета на автобус составит около 17 евро. Автобусы Flixbus приходят на конечную остановку, которая обозначена на карте. С нее и можно начать знакомство с этим удивительным городом. Первой достопримечательностью, которая встретится по пути, будет музей Эльзаса. До него идти минут 10 от обозначенной остановки. Он посвящен искусству и традиционному быту региона Эльзас. Цена входного билета составляет 7,5 евро, льготный билет 3,5 евро, детям до 18 лет вход бесплатный. Также можно бесплатно посетить музей в первое воскресенье каждого месяца. Данный музей расположен возле старинного моста Пон-дю-Корбо, что в переводе означает «Вороний мост», который в средние века был мостом публичных казней преступников. Его еще называют мостом пыток. Здесь запирали в клетки убийц, выставляя на всеобщее обозрение, после чего бросали в реку. При этом вороны поджидали, когда достанут трупы, чтобы полакомиться их останками. Отсюда и название «Вороний мост». С него, кстати, открывается красивый вид на набережную и средневековые здания старого города. Пройдя мост с левой стороны, вы увидите здание бывшей таможни XIV века, которая во время войны была разрушена, а после восстановлена. Сейчас же здесь находится фермерский рынок. Напротив него расположен исторический музей Страсбурга. Цена входного билета также составляет 7,5 евро. Часы работы есть на официальном сайте, который указан. Обойдя музей с правой стороны и повернув налево, вы обнаружите симпатичный домик, украшенный аистами. Эта птица считается символом Эльзаса, поэтому здесь их можно встретить не только в виде украшений и сувениров, а также в парках вполне себе живых и настоящих, что не может не радовать туристов. Многие жители даже специально на свои жилища устанавливают определенные корзины для витья гнезд, поскольку они верят, что эта птица приносит счастье и удачу. Исторический музей расположен на площади Marché au Cochon du Lait, что в переводе означает «площадь рынка молочных поросят», поскольку здесь на протяжении нескольких столетий находилась большая скотобойня, после чего здание передали в исторический музей. Здесь, на площади, вы встретите немало старинных фахверковых домов со своими символами и декорациями. Как их строили и что означают символы на фасадах зданий, я рассказывала в своем выпуске о Кальмаре, так что кому интересно, можете перейти по ссылке ниже описания ролика. Кстати, недалеко от площади находится причал, откуда отходят катера с открытой или застекленной палубой на 70-минутную экскурсию по реке, где вы увидите все главные достопримечательности Страсбурга. Цена билета составляет 16 евро, и лучше его покупать заранее на официальном сайте, поскольку непосредственно у пристани кассиров или даже людей, кто бы помог с покупкой билета, нет. Есть только автомат, в котором на иностранном языке нужно самостоятельно приобрести данный билет, в результате чего часто можно встретить очередь. Катера ходят с интервалом 15-30 минут.
Позже я более подробно расскажу про общественный транспорт в Страсбурге. Следующей красивой улицей с пряничными домами считается улица Меракьян или Маракен, как некоторые ее называют. Она включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, где хорошо сохранились средневековые фахверковые дома, в которых сейчас находятся кафе, рестораны и магазины. Пройдя данную улицу, через несколько минут вы попадаете на Соборную площадь, где расположен знаменитый и величественный Страсбургский собор Нотр-Дам-де-Страсбург, построенный в XIII веке. Он имеет уникальную архитектуру, сочетающую элементы готики, барокко и романского стиля. На протяжении многих веков данный собор считался самым высоким в мире. Вход в собор бесплатный. За отдельную плату в районе 8 евро можно подняться на смотровую площадку. Правда, лестница из 330 ступеней довольно крутая. Внутри собора находятся астрономические часы. Чтобы их увидеть, нужно также за отдельную плату подняться по лестнице. В полдень показывают фильм об устройстве часов и представление фигурок. Напротив собора вы увидите дворец Рохана, построенный в 1730-х годах, где некогда останавливались французские короли и сам Наполеон. Внутри здания на разных этажах расположены сразу несколько музеев: археологический, музей изобразительного искусства и музей декоративного искусства. Вход в каждый из них стоит 7,5 евро. Археологический музей является одним из самых богатых среди всех остальных во Франции. Здесь представлена коллекция находок со всего Эльзаса. Также в отзывах писали, что самый интересный – это музей декоративного искусства, поскольку в нем имеется множество залов, обустроенных так же, как и в годы постройки дворца. Можно также приобрести билет на один день во все муниципальные музеи Страсбурга стоимостью 16 евро и на 2 дня за 20 евро. Кстати, обратите внимание, что возле дворца Рогана и собора, которые расположены на площади Шато, находится бесплатный общественный туалет. Там же вы найдете еще один музей творчества Нотр-Дам, в котором отражается история кафедрального собора и средневекового быта. Цена входного билета, как и в другие музеи, составляет 7,5 евро. Вернувшись обратно на Соборную площадь, можно будет поближе рассмотреть знаменитый фахверковый дом Коммерцеля, который считается чуть ли не самым красивым в Страсбурге. Он был построен еще в 1427 году. Фасад этого здания имеет 75 окон с резными обрамлениями, на которых изображены библейские мифические персонажи. Ну а далее, пройдя этот дом и повернув налево, вы попадете к площади Гутенберга, названной так в честь Иоганна Гутенберга, который изобрел в Страсбурге первый печатный станок. А первой печатной книгой, вышедшей в 1455 году, была Библия. Продолжив прогулку, мы вышли на улицу Серюрье, где вдали виднелась протестантская церковь святого Фомы. В ней, кстати, расположен старинный орган, на котором играл Моцарт. При этом вход в данную церковь бесплатный. Кстати, в Страсбурге есть уникальное место, про которое не все знают – старинный погреб с эльзасскими винами. Где он находится и как туда попасть бесплатно, я расскажу чуть позже. Если обойти церковь, то вы попадете к мосту Сен-Мартен. Он считается одним из самых красивых мостов в Страсбурге, поскольку с него открывается шикарный вид, и здесь как раз и делают те самые открыточные фотографии. Возле данного моста расположен театр, где проходят небольшие представления для детей и подростков. Если же спуститься вниз, то вы окажетесь на стальном пешеходном мосту, откуда открывается красивый вид на разноцветные фахверковые домики, типичные для эльзасской архитектуры. Здесь получаются красочные фотографии. Следуя дальше, вы попадете на площадь Бенджамин-Зикс, которая находится в центре квартала Маленькая Франция. Он считается самым романтичным кварталом в Страсбурге, отделенным от других частей города каналами. В этом районе проживали кожевники, рыбаки и мельники, а название данного квартала связано с не очень приятными событиями. Еще в XVI веке здесь была открыта больница для лечения солдат, пораженных болезнями, приобретенными во время войн.
Население Страсбурга считало Францию виновной в этих болезнях, среди которых больше всего выделяли сифилис и назвали его французской болезнью. Поэтому, когда в этом квартале кожевников открыли больницу для лечения и изоляции больных солдат, жители стали называть квартал «Маленькая Франция» для обозначения больницы. Так впоследствии за ним и закрепилось данное название. На площади Бенджамина Зикса находится церковь и знаменитый старинный дом кожевников, построенный в фахверковом стиле еще в 1572 году. Здесь некогда располагался центр кожевенной корпорации, сейчас же в здании находится кафе. Далее можно пройти к еще одному мосту в квартале Маленькая Франция. Он был построен в 1888 году и окружен очаровательными фахверковыми домами с деревянными конструкциями. Сразу за ним находится еще один мост, где издалека виднеются башни, возведенные в средние века как часть оборонительной системы в Страсбурге. Возле них расположена одна интересная локация, где получаются очень оригинальные фотографии. Здесь посреди каналов вы увидите дом, украшенный растениями. Также недалеко отсюда находится плотина Вабан в виде крытого каменного моста, которая была построена для укрепления реки Иль. Вход в нее бесплатный. Можно подняться на крышу или пройти ее по первому уровню, где, кстати, находится бесплатный общественный туалет. Ну а далее можно будет вернуться обратно на площадь Бенджамена и направиться к симпатичной улице Дантель, окруженной фахверковыми зданиями. Ее пересекает большая улица Гранд-Рю. Это самая древняя улица Страсбурга, где вы найдете множество живописных домов XIV-XIX веков. Так что очень советую по ней прогуляться. В конце данной улицы вы обнаружите сразу две церкви, находящиеся в одном здании. После их осмотра можно направиться к центральной и самой большой площади в Страсбурге – площади Клебера, названной так в честь французского генерала, памятник которого установлен в центре площади. Здесь проводятся различные культурные мероприятия, а на Рождество устанавливают елку и проводят рождественскую ярмарку. Затем можно продолжить прогулку к зданию ратуши. По дороге вам встретится необычный дом с нарисованными фасадами и очередная церковь с интересной архитектурой, пройдя которую вы дойдете до ратуши, где также можно будет посетить внутренний дворик. Следующей достопримечательностью по пути будет площадь Республики, которая является главной площадью Страсбурга и где расположены величественные здания Императорского дворца, Национальной библиотеки и Национального театра. Также здесь находится парк, где можно отдохнуть. Возле площади Республики расположен музей Томми Уингерера и очень красивая церковь, построенная в XIX веке. Ее архитектура впечатляет. Кстати, Страсбург является местом заседания Совета Европы и Европейского парламента, главного законодательного органа Европейского Союза с 1992 года. За ним утвердился статус парламентской столицы Европы. Поэтому при желании можно посетить эти знаковые достопримечательности и увидеть также Европейский суд по правам человека, который также здесь находится. Кстати, вход в Европейский парламент бесплатный. Только предварительно нужно будет пройти проверку и иметь при себе паспорт. Возле этих известных на весь мир зданий находится парк Оранжери, где можно встретить аистов. На территории парка есть общественный туалет, а также озеро, фонтаны и множество цветов и растений. Парк открыт каждый день с 7 утра и до 8 вечера. Сюда можно добраться на трамвае по линии Е, как показано на карте. Нужно сесть в него на площади Республики и доехать до остановки Европейского парламента. Ехать минут 8, 5 остановок. Чтобы добраться обратно на конечную остановку автобусов Flixbus, нужно будет сесть на тот же трамвай линии Е на остановке возле суда по правам человека и доехать до остановки Итоаль-Полигоне. Ехать около 20 минут, 12 остановок. С общественным транспортом в Страсбурге разобраться несложно, поскольку он состоит только из трамваев и автобусов. На оба вида транспорта действует единый проездной билет. Очень важно перед поездкой его прокомпостировать, чтобы не попасть на штраф. В случае с автобусом это происходит у водителя. Что же касается трамвая, это нужно сделать в автомате перед посадкой в трамвай. Различают такие виды проездных билетов.
Одноразовый на одну поездку стоимостью 2,5 евро, с которым можно делать пересадки в течение 60 минут. Проездной на 2 поездки за 3 евро 80 центов и, наверное, самый выгодный проездной на 24 часа стоимостью 4 евро 60 центов, позволяющий использовать трамваи и автобусы в течение 24 часов без ограничений с момента первой валидации. Кто планирует использовать общественный транспорт Страсбурга, покупка данного билета, пожалуй, будет самым экономически выгодным решением. Трамваи имеют 6 маршрутов, которые обозначаются латинскими буквами. Максимальное количество интересных для туристов мест расположено на ветках А, Д и Е. Начало их движения в 4:15 утра, окончание в 12:30 ночи. Интервал движения около 5-15 минут. Автобусы имеют 30 маршрутов, но они ходят реже трамваев и начинают свое движение в 5 утра. На площади Клебер пересекаются все трамвайные линии, а на площади Республики 3 трамвайные линии и множество автобусных. Ну и последней достопримечательностью является старинный винный погреб, расположенный под больницей в Страсбурге, построенный еще в 1395 году. Вход в него осуществляется через больницу, вниз по лестнице или лифту. Многие даже не знают о существовании этого исторического и уникального места, хотя вход совершенно бесплатный. Больница находится недалеко от остановки автобусов Фликсбас и Эльзасского музея. Здесь же на месте есть магазин, где можно приобрести хорошее эльзасское вино от 3,5 евро и выше. Часы работы указаны на официальном сайте. В день открытых дверей дегустация вина также бесплатная. Вся информация есть на официальном сайте, который я дам в документе «Инструкция Страсбурга». Что же касается недорогих кафе в Страсбурге, на карте я выделила некоторые из них, где вы сможете перекусить и отведать традиционную эльзасскую кухню. Меню можно посмотреть на официальных сайтах этих заведений, которые есть в Google картах. Более подробно, что можно попробовать из эльзасской кухни, я рассказывала в своем выпуске про кальмар. Кому интересно, переходите по ссылке ниже описания ролика. Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски с инструкцией к путешествию.